Некоторые дети удивляют силой уже в те годы, когда едва умеют ходить. Один из самых обсуждаемых случаев произошел в Азии, где двухлетний мальчик мог с легкостью поднимать предметы весом в 20 фунтов. Его видео быстро разошлось по соцсетям. Малыш с серьезным лицом удерживает ведро с бутылками воды, таскает мешки с крупой, двигает мебель. Родители обратились к врачам, которые провели обследование и подтвердили, у мальчика действительно необычно высокая мышечная плотность, а реакция мышц на стимулы вдвое выше нормы. Он не проходил никакой специальной подготовки, просто с младенчества находился в активной среде. Этот случай стал вирусным не только из-за силы, но и из-за возраста. Малыш еще не говорил полными предложениями, но уже показывал невероятную физическую отдачу. Ученые выдвинули гипотезу, что такое развитие стало возможным благодаря постоянной активности и бытовым условиям. Семья жила в сельской местности, где ребенок с раннего возраста помогал по дому. Он не знал планшетов и телевизоров, только физический труд. Возможно, именно такая среда сформировала у него мощную связь между нервной системой и мышечной активностью. Именно такие истории заставляют задуматься. Возможно ли, что в мире есть еще десятки, а то и сотни подобных детей, которых никто просто не заметил? В спортивной истории немало примеров, когда дети достигали результатов, сопоставимых со взрослыми чемпионами. Один из таких случаев произошел в Восточной Европе. 13-летний подросток стал национальным чемпионом по пауэрлифтингу, подняв в сумме почти 600 фунтов. В этом возрасте кости еще формируются, а гормональная система только набирает обороты. Но его результаты стали сенсацией. Медики подтвердили, что организм мальчика был полностью здоров, а сила – результат упорных тренировок с профессиональным тренером и строгого режима. Другой случай – девочка из Южной Америки, которая в возрасте 11 лет подтянулась более 60 раз на соревнованиях по воркауту, победив всех сверстников и даже подростков. Врачебная комиссия не нашла противопоказаний, и ее тело оказалось идеально сбалансированным по составу мышечной и костной массы. Она не посещала дорогие залы, тренировалась во дворе и ела обычную еду. Главной ее силой была не программа, а внутренняя решимость и стабильность. Это доказывает, даже при ограниченных ресурсах можно добиться выдающихся результатов. Сегодня такие примеры можно встретить по всему миру, от Южной Кореи до Перу. Некоторые дети получают стипендии, другие просто вдохновляют тысячи своих ровесников. Эти юные атлеты рушат представление о том, что сила — это удел взрослых. Они доказывают, что возраст не барьер. Именно их называют настоящими титанами детского спорта. Эти истории важно не просто знать, но и анализировать. Ведь за каждым достижением стоит не только природный дар, но и огромный труд, дисциплина, поддержка родителей и тренеров. Сила детей — это не случайность, а результат множества факторов, которые складываются в один уникальный путь. История Ричарда Сандрака, известного как маленький Геркулес, поразила мир в начале 2000-х. Он появился в телеэфирах как мальчик с телом бодибилдера. Мышцы, кубики пресса, вены на руках. По словам родителей, он начал тренироваться с 3 лет, выполнял жим лежа, приседания и поднимал гири, вес которых был почти равен его собственному. Уровень физического развития Ричарда был настолько высоким, что его силу проверяли врачи, тренеры и журналисты. Он стал иконой, символом детской сверхсилы и вдохновил тысячи детей по всему миру. Но чем больше он становился известным, тем громче звучали сомнения. СМИ выяснили, что его отец имел жесткий характер и мог давить на сына, добиваясь от него нереальных показателей. Некоторые эксперты полагали, что питание и тренировки мальчика не соответствовали его возрасту. Были даже предположения о применении препаратов, но они не подтвердились. Несмотря на споры, сам Ричард говорил, что любил спорт и занимался добровольно. После взросления он ушел из спорта и занялся боевыми искусствами и каскадерской работой. Его тело стало менее выдающимся, но он остался активным и здоровым. История Сандрака не просто рассказ о силе. Это пример того, как медиа могут превратить ребенка в символ, иногда преувеличивая его достижения. И все же его имя по сей день упоминается в списках сильнейших детей планеты. В мире бодибилдинга появляются дети, которые тренируются как взрослые атлеты. Они проводят часы в тренажерных залах, поднимают железо, следят за питанием, соблюдают режим. Один из таких примеров — подросток из Бразилии, начавший заниматься с 9 лет. К 15 он имел развитую мускулатуру и уверенно работал с весами, превышающими его массу тела. Его тренировки были похожи на профессиональные: разминка, работа по группам мышц, восстановление, контроль за белками и углеводами. Интернет полон видео, где дети делают становую тягу, жмут штангу или приседают со штангой на плечах. В одних странах это вызывает восхищение, в других — тревогу. Педиатры предупреждают, слишком ранние силовые тренировки могут повредить зоны роста костей и нарушить развитие суставов. Однако современные исследования показывают, что при грамотной технике, умеренной нагрузке и контроле со стороны тренера занятия силовыми упражнениями могут быть безопасны даже в раннем возрасте. Важно не только то, сколько ребенок поднимает, но и как он это делает.
Настоящие профессионалы обучают юных спортсменов правильно дышать, держать спину и контролировать каждое движение. Это снижает риск травм и позволяет развивать силу без вреда для здоровья. Эти дети становятся примером дисциплины, самоотдачи и желания достигать цели. Но даже самые правильные тренировки не исключают рисков. За каждой рекордной цифрой могут скрываться последствия, о которых не принято говорить вслух. Детский организм развивается неравномерно. Кости растут быстрее, чем укрепляются связки и суставы. Поэтому чрезмерные нагрузки могут привести к тяжелым травмам. В спортивной медицине зафиксировано множество случаев, когда дети из-за силовых тренировок сталкивались с переломами, смещением позвонков и воспалением суставов. Один мальчик из Восточной Европы, занимавшийся тяжелой атлетикой с 8 лет, в 13 получил диагноз компрессионный перелом позвоночника. Причина – техника с ошибками и слишком большая нагрузка. Девочка-гимнастка из Канады, занимавшаяся по взрослой программе, в 15 лет прекратила карьеру из-за износа тазобедренных суставов. Эти примеры не единичны. Детская сила без контроля, как двигатель без тормозов. Проблема усугубляется, когда давление идет не от ребенка, а от взрослых. Родители, мечтающие о славе, и тренеры, глядящие на результаты, часто забывают, что тело растет. Перетренированность, стресс, недосыпание и психологическое давление ведут к выгоранию и травмам. Однако современная медицина не стоит на месте. Ведущие клиники мира изучают безопасные нормы нагрузки для детей и разрабатывают индивидуальные программы. Баланс между амбициями и здоровьем – ключ к безопасному росту силы. Почему одни дети поднимают вес, равный их собственному, а другие с трудом делают одно подтягивание? Ответ кроется в физиологии. У некоторых детей с рождения наблюдается ускоренное развитие нейромышечной связи. Это способность мозга задействовать максимум мышц в каждом движении. Врачи подтверждают, чем выше эта связь, тем больше силы может проявить человек даже без заметной мышечной массы. Важную роль играет состав мышечных волокон. У детей с преобладанием быстрых волокон выше шанс стать силовыми спортсменами. Их мышцы взрывоопасны, реагируют резко и выдают максимум за короткое время. Еще один фактор – генетика. Если в семье есть спортсмены, вероятность высокой силы возрастает. Однако одних генов недостаточно. Ключ – это регулярная активность, правильное питание, режим сна и отсутствие стрессов. Интересно, что в детстве гормоны, ответственные за рост мышц, еще не достигли пика. Это значит, что видимая мускулатура развивается медленно, а сила чаще всего идет от координации. Поэтому ребенок с тонкими руками может показывать мощные результаты. Его мышцы просто эффективны в работе. Наука подтверждает, сила в детстве – это не чудо, а результат взаимодействия множества биологических и внешних факторов. Понимая это, можно не только объяснить рекорды, но и научиться развивать силу безопасно. Сила ребенка – не только дар природы, но и отражение культуры, в которой он растет. В некоторых странах к физическому развитию относятся особенно серьезно. Например, в Болгарии и Турции тяжелая атлетика – часть национальной гордости. Дети там начинают тренироваться в специализированных школах с 6-7 лет, соблюдают режим, получают поддержку государства и наставников. В Китае, особенно в провинциальных спортивных академиях, отбор в секции начинается еще в детском саду. Те, кто показывает гибкость, выносливость или ловкость, попадают в систему подготовки к международным соревнованиям. В Индии и Пакистане популярны цирковые и акробатические школы, где юных учеников с ранних лет учат контролировать тело, выполнять сложные трюки и развивать силу через традиционные упражнения. В Африке и Южной Америке ситуация иная. Там дети часто тренируются самостоятельно, используя подручные материалы. Покрышки, кирпичи, металлические прутья заменяют спортинвентарь. Но несмотря на отсутствие условий, многие из них показывают феноменальные результаты, благодаря активности, которую дает сама жизнь. Каждая страна вкладывает в развитие детей свои принципы. Где-то акцент на дисциплине, где-то на выносливости. Но везде есть примеры удивительной силы, которая рождается на стыке традиций, быта и стремления к успеху. Когда речь заходит о силе, большинство представляет штанги и гири, но есть дисциплины, где сила не в весе, а в контроле. Гимнасты и акробаты с раннего возраста учатся управлять каждым миллиметром своего тела. Один из ярких примеров – 8-летний мальчик из Украины, который выполнял крест на кольцах, элемент, доступный лишь немногим взрослым. Это требует не только выносливости, но и невероятной статической силы. В цирковых школах Монголии, Китая и Индии дети начинают занятия с 4-5 лет. Они работают по несколько часов в день, оттачивая баланс, удержание веса и сложнейшие позиции. Такие упражнения развивают глубокие мышцы, которые редко задействуются в обычной жизни. Это формирует не только силу, но и координацию, скорость реакции, гибкость.
Многие гимнасты кажутся миниатюрными, но их физическая мощь поразительна. Они легко удерживают вес собственного тела в сложных положениях, выполняют трюки, требующие взрывной силы и стабильности. Их мышцы не всегда выглядят массивно, но работают эффективно и точно. Важно понимать, гимнастика — это не просто спорт. Это дисциплина, формирующая особый тип силы. Она строится на многолетней базе, техническом совершенстве и ментальной устойчивости. Такие дети редко участвуют в соревнованиях по силовым видам, но если бы попробовали, удивили бы всех. Даже без штанги они демонстрируют невероятную выносливость и силу, которая выходит за рамки привычного. Гимнаст — это скрытые силачи, чьи достижения говорят сами за себя. Сила не всегда рождается в зале. Во многих странах дети становятся сильными без тренеров, абонементов и дорогого оборудования. На улицах Колумбии, Нигерии, Индии подростки тренируются на самодельных турниках, поднимают бетонные блоки, используют мешки с песком. У них нет спортивной формы, но есть упорство и внутренняя мотивация. Один мальчик из Южной Америки стал интернет-звездой благодаря своим тренировкам во дворе. Он подтягивался более 50 раз подряд на старой металлической трубе, делал отжимания на кулаках и стойки на руках. Его видео разошлись по соцсетям, а позже он получил приглашение в спортивный центр, где стал заниматься профессионально. Подобные истории становятся все более частыми. Дети из бедных районов находят путь к спорту через уличный воркаут. Это движение зародилось в США, но распространилось по всему миру. Воркаут — это минимализм и сила. Здесь важны не тренажеры, а тело, дух и техника. Участники часто создают собственные тренировки, делятся опытом в интернете, мотивируют друг друга. Такие дети учатся дисциплине не по книжкам. Их сила формируется в условиях, где каждый день вызов. Они не гонятся за медалями, но становятся примером для тысяч сверстников. Сила, рожденная на улице, — это честная, грубая, реальная мощь. Не все рекорды связаны с классическими упражнениями. В мире детской силы есть случаи, которые поражают своей необычностью. Один мальчик из Канады, весивший около 70 фунтов, удерживал на плечах взрослого мужчину в течение почти минуты. Это был не трюк, а реальный тест силы и выносливости. В другом случае подросток из Индии поднимал на грудь мопед, демонстрируя статическую силу и технику дыхания. Эти действия часто выглядят как шоу, но за ними настоящая работа тела. Многие из этих рекордов фиксировались на соревнованиях, фестивалях и даже официальных чемпионатах. Дети удерживали людей, металлические балки, крупную бытовую технику. Их сила проявляется не в движении, а в стабильности. Особенно интересны элементы, где требуется не просто мощь, а способность сохранять контроль в сложной позиции. Некоторые из этих трюков вошли в книги рекордов, другие остались на видео в интернете. Но все они вызывают одинаковую реакцию — шок и восхищение. Врачи объясняют, такая сила возможна при развитой нервно-мышечной координации, крепком коре и умении концентрироваться. Некоторые из этих детей тренируются самостоятельно, другие — с помощью наставников. Но вне зависимости от условий они показывают, что сила не всегда требует зала и оборудования. Главное — решимость, практика и готовность пробовать новое. Сверхсила у детей — это не магия, а результат сложной работы тела и мозга. Ученые давно изучают, как именно формируется сила в раннем возрасте. Исследования показывают, ключевой фактор — это эффективность нейромышечной связи. То есть, насколько хорошо мозг включает нужные мышцы в нужный момент. У некоторых детей эта система работает на уровне взрослых спортсменов. Также важен состав мышечных волокон. Быстрые волокна дают мощный, но короткий импульс, идеальный для подъема тяжестей. Если у ребенка преобладают такие волокна, его потенциал в силовых упражнениях значительно выше. Дополнительно ученые отмечают, высокая сила в детстве часто сочетается с низким процентом жира, активным метаболизмом и высокой скоростью восстановления. Есть и другая сторона. До начала полового созревания уровень тестостерона и гормона роста у детей ниже, чем у взрослых. Это значит, что крупные мышцы они вряд ли накачают, но вот силу могут развить за счет координации и устойчивости. Практика показывает, дети лучше осваивают сложные двигательные навыки, быстрее адаптируются к нагрузке и восстанавливаются после упражнений. Наука не отрицает возможности феноменальной силы у детей, она просто объясняет ее с точки зрения биологии. Эти исследования важны не только для понимания силы, но и для разработки безопасных методик тренировок. Ведь чем точнее мы знаем, как работает организм ребенка, тем лучше можем защитить его от перегрузок и травм. Когда факты шокируют, появляются мифы. Некоторые считают, что дети со сверхсилой — результат секретных экспериментов. В сети обсуждаются истории о военных лабораториях, генетических программах и улучшенных спортсменах. Однако доказательств этим теориям нет.
У большинства известных юных силачей обычные семьи, простые условия и много труда за кадром. Распространенный миф о применении специальных препаратов для ускорения роста мышц. Но врачи утверждают, детский организм крайне чувствителен, и подобное вмешательство почти всегда приводит к серьезным осложнениям. Подтвержденных случаев гормональной стимуляции у юных атлетов почти не зафиксировано. Исключения единичные и заканчиваются трагически. Также обсуждают идею спящих генов, мол, у некоторых детей срабатывают древние механизмы силы. Эта теория интересна, но пока не нашла научной поддержки. Большинство специалистов склонны считать, что сила — это сочетание наследственности, среды и привычек. Мифы часто возникают там, где не хватает информации. Реальные истории кажутся скучнее сказок, но именно они вдохновляют. За каждым достижением упорные тренировки, боль, ошибки и желание доказать себе и миру, что невозможное возможно. Важно уметь отличать сенсации от фактов. Там, где звучат громкие заявления, стоит искать подтверждение. Только так можно понять, что реально, а что просто красивая выдумка. Можно ли выбрать самого сильного ребенка на планете? В теории достаточно сравнить возраст, вес и показатели в упражнениях, но на практике все сложнее. Один тянет больше в становой тяге, другой делает 100 подтягиваний, третий держит многократный вес в статике. У каждого своя форма силы, и сравнивать их напрямую несправедливо. Также стоит учитывать стартовые условия. Кто-то начал тренироваться с 4 лет, кто-то с 10, кто-то занимается в зале с тренером, а кто-то на улице без оборудования. Генетика, питание, режим, поддержка семьи — все это влияет на результат. Даже страна и климат играют роль. В одних регионах дети активны с рождения, в других проводят больше времени дома. Сравнение становится еще труднее, если учитывать психологическую составляющую. Некоторые дети способны преодолевать боль и страх, работать на износ. Это тоже часть силы, но ее не измерить в фунтах. И все же такие истории важны не ради рейтинга. Они нужны, чтобы вдохновлять, чтобы показать, каждый ребенок может достичь большего, если найдет дело по душе, получит поддержку и поверит в себя. Не важно, кто поднял больше, важно, кто показал пример. Поэтому ответ на вопрос, кто самый сильный, остается открытым. Но ясно одно, сила — это не только в теле, но и в характере. Эти примеры учат нас уважать усилия, а не только цифры. Ведь подлинная сила — это и стремление преодолеть себя, и умение не сдаваться, когда сложно. Она не всегда громкая, но всегда настоящая.